Всем героям большой-большой привет! С вами на связи Импреза, и сегодня давайте обсудим такой уровень в кошмаре, как уровень 202. Все его достаточно часто обсуждают, достаточно много профилей можно найти в игре, у которых пройдены обычные сложные главы. 390, 390, и вот стоит вот это вот зеркальное число 202. Очень часто на этом уровне у ребят встречаются проблемы. Я сейчас постараюсь вам дать там несколько советов, несколько рекомендаций, попробуем сбегать, посмотреть, чем же он так знаменит, этот уровень, и какие там есть нюансы, подводные камни. Если вам понравится этот видос, зайдет, какую-то помощь он вам окажет, да или вообще просто, если у вас есть желание, то поддержать донатом всегда можно по ссылке, там СБП появилась, то есть все легко и просто, там делается в пару кликов. Ссылки вы найдете в соответственных местах, там в принципе их найти нетрудно. Всем, кто поддержал и поддерживает, огромное спасибо. Итак, давайте вернемся к нашему вопросу. Здесь мы с вами сейчас поставим 202. И давайте посмотрим сперва на то, на что стоит обратить внимание в первую очередь. В первую очередь этот уровень, он сложен тем, что там огромное количество мобов, которые прут на вас, и они идут на вас со всех сторон без остановки. Вот. И второй момент, это то, что на нем очень-очень мало опыта. А мало опыта там потому, что у нас не хватает урона для того, чтобы успевать убивать этих мобов. И здесь уже давайте тогда начинать с того, что нам с вами нужно будет правильно подобрать экипировку. Ну, во-первых, давайте вот начнем отсюда. Давайте начнем с сапогов. Здесь у нас, на мой взгляд, я считаю, что обязательно нужно ставить сапоги волшебника, потому что нам нужен вот этот вот полезный, скажем так, скилл этих сапогов, умение. Мы с вами будем получать опыт каждые 10 секунд, то есть мы с вами будем быстрее прокачивать наши с вами там книжки, оружие и так далее. То есть мы будем повышать наш с вами уровень без каких-либо проблем. Каждые 10 секунд опыт будет у нас собираться. Дальше. Вот здесь вот все, что остальное. Тут в принципе наша с вами задача просто выжить, продержаться вот эти вот 6 минут, там, да, по 2 минуты, 3 раунда идет, 3 волны. Наша с вами задача просто выжить. Можно пробовать, можно экспериментировать, вариантов много. Обычно люди проходят так, то что вот, ну, оставляют, обычно делают так, ставят вот так, сапоги и перчи по рыцарю, все остальное оставляют маг. Но как бы можно пробовать так, но мне вот нравится больше именно вот такой порядок, когда у нас идет сапоги от мага, и все остальное, в принципе, можно поставить от рыцаря, потому что скорость у нас с вами фиксированная, и плюшки от рыцарских, вот этих, рыцарской вот этой экипировки, они нам помогут. Ну, здесь у нас плюс 5 защита, и будем получать щит каждые 10 секунд в течение 5 секунд. То есть для нас это с вами такая плюшка, которая повышает нашу с вами выживаемость. Здесь тоже неплохой вариант, потому что здесь добавляется один апгрейд на старте, плюс есть шанс на то, чтобы заморозить врагов при их атаке. Вот, и поэтому давайте я, наверное, поставлю сейчас пока вот такой набор. Здесь шапка, в принципе, нам экипировка мага, она чем полезна? Она для нас полезна тем, то, что у нас идет вот эта вот штучка будет работать. Замедление врагов при ударе. Но это работает только на определенной области вокруг героя. Поэтому, в принципе, это полезно, это эффективно, это можно пробовать. И ну, в этом ничего такого нет, это должно помочь. Я лично проходил именно вот в таком наборе. Вот так у меня было, и вот так вот у меня получилось пройти. Причем экипировка была красный цвет. То есть, ну, вот этот предыдущий уровень, не помню там какой он, 600, по-моему, да? Ну, не столь важно, в общем, красный, не мифический. Вот. По-моему, он вознесенный, да, называется? Ну-ка, вот прям интересно даже стало, давайте глянем. Да, вот, вознесенный. Все. Так,
И вот давайте поставим, вернем нагрудник. Шапка. Так, шапка. Нет, сапоги вернули. Шапка. Плюс 5 защита, плюс 20 защита, плюс... Ну, регенерация здесь не столь важна, потому что она там порезана. Мы все-таки отсюда берем именно защиту, вот этот показатель. То есть нам он будет полезен в том плане, когда третья волна начнется, и птицы нас вот эти вот бешеные, летающие, вот из-за чего люди психуют, не могут пройти, там кучу кристаллов сливают. Вот как раз-таки нам защита поможет этого всего избежать. Выбираем рыцарский шлем. Здесь тоже плюс 2 апгрейда на старте. Неплохой баф, неплохой бонус. Можно пробовать и в такой экипировке проходить. Но здесь у нас добавляется... Что у нас добавляется? Да ничего у нас не добавляется. Давайте тогда оставим так, пусть он и будет. Так, и перчатки. Плюс 15 защита, плюс 5% здоровья. Нужно? Нужно. Все, поставили. Хорошо. Ну, либо здесь, если вы будете проходить уроном, но вам нужно, я не знаю, ну, наверное, все-таки достаточно большое количество урона вам нужно для того, чтобы пройти этот уровень именно играя от урона, да, потому что кошмар, он проходится, грубо говоря, двумя параметрами. Либо вы играете от урона, либо вы играете от защиты. Какого-то вот такого определенного баланса его тут по сути-то и нет. Поэтому давайте сделаем ставку на то, что у нас с вами, ну вот вы сейчас, да, смотрите вот это руководство, у вас, к примеру, условно там в районе 4000 урона, там плюс-минус, да, у вас не получается пройти, поэтому вот ориентируемся на то, что урона у вас недостаточно для того, чтобы этот уровень проходить именно уроном. Так, поэтому мы с вами, скорее всего, оставим амулет волшебника, пусть он у нас стоит. И кольцо, вот тоже, оно ориентировано на то, чтобы давать дополнительный урон по замороженным врагам. Если мы с вами поставим кольцо рыцаря, то у нас снова идет плюс 5% к здоровью. И, в принципе, нам больше здесь ничего и не нужно от этого. Поэтому давайте поставим колечко также от рыцаря. Итак. Если мы с вами будем проходить кем? Конечно, идеальным вариантом у нас будет... Вот я проходил чернокнижником. Мне понравилось проходить, потому что он замедляет. И, в принципе, там у него урона достаточно неплохое количество. Также вот темный паладин. Неплохой вариант. Особенно с недавним обновлением, когда... Темный паладин можно поставить, чтобы он поворачивался к мобам. То есть мы будем убегать, он будет отстреливать ровно на них. То есть он будет за собой все стрелять. И там в кузнице нужно просто поставить 100% шанс на заморозку. Все, он будет автоматически поворачиваться, он будет замораживать всех вокруг. И проблем никаких быть не должно. Также астральный маг тоже неплохой вариант. Оракулом можно пробовать. Син бесполезен в этом плане, потому что, ну, он как бы не создан он для этого. Там огромное количество урона для этого нужно, чтобы это все сделать. Ледяным големом кто-то проходил. Неплохой вариант также шаман духов, рыцарь. Тоже будет очень здорово, но при условии, что у вас прокачана будет кузница. Вождь также, но тут спорный момент, потому что вождь очень сильно нуждается в прокачке. Так, да и в целом кто? ЦВМ, неплохой вариант. Волк. Вот эта вот девчонка тоже может себя проявить. Так, ну и щит. Давайте вот начнем, наверное, попробуем с щитом, да. И вот если я выбираю щита, то на всякий случай давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь мы с вами поставим, вот так сделаем. Вот это уберем. Вот это уберем. И поставим дополнительно... Так, а что я делаю? Я вообще не туда пошел. Это мы вернем. Нам надо вот сюда. Так, вот это уберем. Вот это уберем. Тут без разницы. И поставим защиту и защиту. Можно еще, конечно, отталкивание поставить, но там настолько мизерный показатель, что от него, по сути-то, толку и нет.
Все, поставили защиту полностью, если есть возможность, конечно же. Вот, и можем бежать. Все, можем пробовать, можем бежать по камням. Давайте тоже пробежимся. Так, ульта у щита. Детали, да? Можно, да, вот так. 100, уровень 100. Постоянно активная ультимативная способность. Каждый раз, когда страж щита получает урон, он автоматически принимает ответные меры, нанося атакующему такой-то там показатель урона. Здесь у меня все 1-1-1, тут разницы никакой нет. Давайте в камешки зайдем, потому что у меня там, скорее всего, на ульту это все стоит. Да и может быть и пусть стоит, какая разница. Ну, мы же играем правильно. Уберем. Все это нам не нужно здесь. Перезарядка до 40 довели, 41. Все остальное там область эффектов, там скорость, длительность. Пусть оно так и стоит. Так, регенерация, скорость перезарядки. Давайте вот области еще чуть-чуть прибавим. Все, больше нам ничего не надо. Так, все, побежали. Сейчас будем пробовать смотреть. Я периодически на этот уровень возвращаюсь разными героями. Периодически его пробую пройти. И не всегда у меня получается это сделать. Потому что не все герои созданы для этого уровня. Что же дальше? То есть вот когда вы пройдете 202, у вас там дальше проблем как таковых быть и не должно. Возможно, вы застрянете на коридорных картах, где-то там чуть-чуть постоите, но не так долго, как на 202. Есть огромное количество ребят, которые 202 уровень проходят с первого раза, за что им огромный респект и уважуха. Это либо повезло, либо это прямые руки, либо стечение обстоятельств. В любом случае они прошли и забыли. Потратить какое-то определенное там... А вот, кстати, важный момент забыл. Так, сейчас выйдем, пока не поздно. По питомцам тоже надо же обязательно поставить. Так, питомцы надо убрать с пассивки. Вот это уберем. И 2 улиточки сейчас обязательно поставим, чтобы у нас ХП было побольше. Вот пассивный навык плюс 15% здоровья на героя. Все, поставили. Все, теперь можно идти. Вот. Ребята прошли, ребята забыли, и все, и проблем никаких нет. Так, здесь что у нас будем брать? Наша с вами задача брать все то, что поможет нам контролировать толпу. После забега обязательно зайду в кузницу и прям вот так вот, как и по героям сейчас вот показывал, что этот более-менее, этот более-менее. Также и в кузнице тоже покажу, какие палки стоит брать. Так, в первую очередь, вот по крайней мере я для себя стараюсь здесь прокачать мистический посох, вот эту фиолетовую палку до эволюции, потому что она у меня вкачана на 4 звезды. Вот, и она мне очень сильно в этом плане помогает. Давайте обновим. И вот здесь можно выбрать снежный шар. Бомба нам отпадает, потому что она нам дает урон по факту. Нам это сейчас здесь не особо важно. Либо молот. Ну, давайте начнем с шарика, потому что он будет замедлять. Вот, и периодически он там еще и замораживает. Здесь клык у нас даст повышенный урон. Естественно, нам он здесь не подойдет. И вот тут уже давайте, вот видите, мистический посох выпал. Все, мы его возьмем. Молния и критические уроны копье здесь отпадают, потому что это все ориентировано на урон. И контроля нам это все не даст. Поэтому обновляем. И берем самодельный молот, который будет вращаться вокруг нас и поможет нам отталкивать врагов. Также здесь... Давайте, наверное, все-таки будем в первую очередь выводить мистический посох в Эво, потому что количество получаемого опыта на этом уровне у нас будет ничтожно мало. Все, нажали, и вот бежим спокойно, не напрягаясь. Бежим, стараемся бежать зигзагом. На первых уровнях у вас там проблем никаких не будет, поэтому... можно бежать без каких-либо проблем. Просто вот следите за ситуацией. Старайтесь учитывать вот эти вот моменты, которые у вас попадаются, там вот эти вот
столбы с ядом, с дымом. Вот. И видео можно посмотреть, как правильно бегать. Там проблем у вас не будет. Просто потренируйтесь пару раз и поймете. Так, берем мистический посох. И вот она, защита пошла. Еще берем книгу брони. Все, то есть у нас с вами, мы с вами заряжаемся на то, чтобы нам просто нужно вот постараться выжить. Наша задача с вами просто выжить, чтобы до нас никто не дошел. Книга ловкости здесь будет не актуальна, потому что ловкость уклонения, шанс на уклонение здесь порезан, поэтому я жму кнопку «Обновить». Так, из этого набора крит и бомба отпадают, поэтому беру область. Стараемся, отстреливаемся, пытаемся выжить. Наша задача просто продержаться. Так, перезарядка здесь не актуальна, потому что мы ее довели до капа, до 40%. Ну и можно нам прибавить чуть-чуть урона, чтобы все-таки урон, он как бы немало важен. Он нужен все равно в любом случае. Но приоритетно наша с вами задача постараться собрать все для того, чтобы повысить нашу выживаемость. И вот здесь сапоги у нас с вами работают. Сапоги нам помогают, они собирают опыт, и мы становимся чуть-чуть сильнее. Так, здесь, ну давайте, ладно, возьмем щит, пусть он будет. И будем стараться уворачиваться, будем стараться убегать. Щит очень хорош в плане прохождения кошмара. Он позволяет избежать каких-либо ошибок. Вообще без каких-либо проблем. Так, и ледяной посох нам обязательно нужен. Мы его с вами возьмем, чтобы замораживать дополнительно врагов. Чем больше снарядов у нас будет, тем лучше. И ледяной посох обязательно нужно будет тоже так же вот прокачивать. Но в первую очередь я буду стараться сейчас собирать полный комплект. То, что мне нужно, чтобы мне лишнего ничего не падало. Но в идеале, конечно, на этом уровне постараться прокачать то, что у вас будет первоочередно вот всех от себя отталкивать, там, замораживать, замедлять и так далее. Так, здесь можно либо молот, либо посох. Ну, давайте возьмем посох. Ледяной посох будем чуть-чуть побольше замораживать. Так, вот она, мистический посох. Значит, нам еще нужна будет обязательно книга длительности, книга на ХП, на жизнь. Также не рекомендую здесь играть на ускорении, потому что уровень требует вашего внимания, вашей концентрации, поэтому играйте на обычной стандартной скорости. Тяжеловато будет, если будет это все достаточно быстро проходить для вас, поэтому лучше играть вот так вот, в таком вот медленном, спокойном режиме. Итак, первую волну мы с вами уже прошли. Как таковых проблем никаких у нас с вами не было, поэтому выжили и выжили. Ну, сейчас до третьей волны дойдем, уже поинтереснее будет. Так, книгу длительности давайте возьмем, потому что уже на подходе у нас с вами вот эта палочка фиолетовая. И бежим дальше. Бежим, бежим, бежим. Кто-то там уже у нас замедляется. Шарик у нас работает. Неплохим вариантом будет использование бура в прохождении кошмара. И вот начинается вот этот момент, когда черепашки на нас прям очень сильно начинают напирать. И сейчас наша с вами задача постараться выжить, постараться собрать опыт, сделать эво фиолетовому посоху. И вот уже и птички пошли. И вот здесь уже начинает работать наша с вами броня. И книжку брони тоже нужно брать. Тут уже как бы достаточно немножко все это напряженно начинается. И уже вот видите, прям уже и покусывать начинают. Но будем надеяться на то, что мы справимся. Конечно, если сейчас сольемся, будет очень-очень некрасиво. Птички, кстати, что-то рано они выскочили. Так, ничего страшного, сейчас возродимся, опыт соберем. Так, здесь уже книга длительности нам не стоит брать, обновим. Так, посох взяли, и вот, конечно, сложный выбор. Ну, давайте, ладно, возьмем, пусть он жарит, чтобы нам полегче уже было.
Вот сейчас не знаю, получится или нет. Должно получиться. Так, для контроля здесь давайте обновим, возьмем броню, чтобы у нас поживучий, поживее все это было. Повысим выживаемость. Что-то я вот не помню, честно говоря, чтобы на второй волне уже птички начинали нас беспокоить. Ну, видимо, либо что-то поменялось, либо просто я уже забыл. Скорее всего, второе, потому что навряд ли тут что-то поменялось. Вот видите, да, работает посох, дело свое делает. Играем спокойно, сейчас еще броню повысим. Все, здесь внимание, здесь концентрация. Просто бежим. Так, жизни давайте прибавим. Так, что нам надо? Давайте обновим. Вот, удачно посох выпал. Так. Все, остается третья волна. Вот третья волна, она самая дурная в плане. Так. Давайте обновим. Вот шарик у нас сейчас прибавится. Третья волна, она такая самая неприятная в плане вот этих птиц, потому что они летят, 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 и прям со всех сторон прям шансов вообще никаких не оставляют. Так, давайте обновим. Еще снежный шарик прибавим, чтобы еще побольше области у нас с вами было. И вот сейчас уже третий уровень пойдет. Все, третья волна пошла. Постараемся продержаться. Так, уклоняемся, уклоняемся, стараемся. Замедляем. Кстати, можно еще взять гидрозмея. И вот когда птички начинаются, можно вот эту кнопочку у него нажать. И будет полегче. Намного полегче будет. Не так сильно птички будут нам мешать. Поэтому берите на заметку. Если не получается, то пробуйте. Замедляем всех. Неважно, какой здесь у вас урон, по большому счету, да, он помогает. Так, вот, заговорился чуть-чуть. Видите, как их много? Нужно вот просто вот стараться как-то вот... Ага, все, застрял. Ну ничего, 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 сейчас выкрутимся. Минутка осталась. Осталась минутка. Новый уровень. Шарик берем. Кошмар это не про урон. Кошмар это просто про то, чтобы выжить. Именно выжить нам с вами нужно. Так, ну давайте его сделаем. Ну, не совсем я прав, конечно, в этом выражении, потому что урон, он также немаловажную роль играет, но здесь, по крайней мере, у большинства игроков будет упор именно на... Так, именно на то, чтобы повысить выживаемость. Опять птички летят, 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 но мы их замедляем. Просто бежим, не отвлекаемся. Вот, мобы выскакивают. Выскакивают. Птицы нам не помеха. Все, 7 секунд уже осталось. Видите, как просто вот стараемся замедлять. Конечно, было бы красиво, если бы мы ни разу тут не нажали вот эту кнопку возродиться. Ладно, все, можно уже просто стоять. Ну, что тут, без разницы. Вот. Ну, прошли и прошли. Ну, понятное дело, сейчас кто-то скажет, да, все, там урона у тебя полно, ты там уроном все это взял. Да нет. Здесь не уроном, здесь нужно просто понимание, что к чему. Вот сколько уровней мы собрали? 24. То есть видите, да, что у нас и книжки мы мало прокачали, и можно было хп брать, чтобы у нас побольше здоровья было. Может быть и получилось бы без возрождения все это пройти. Ну прошли и ладно, там одно возрождение, не страшно. Вот.
Учитывайте вот эти советы, обязательно ставьте улиток, пробуйте разные варианты экипировки, разных героев, кем-то у вас в любом случае получится пройти. Чернокнижник, астральный маг, страж щита, волк, без разницы. Пробуйте, вот кто больше прокачан у вас, тем и пробуйте. Ориентируйтесь на то, что должен быть какой-то плюс от этого героя в плане выживаемости. То есть чернокнижник он замедляет. Страж щита он сам по себе живучий. Астральный маг тоже замедляет. Часовщица замедляет. То есть все для контроля. Дальше по палкам. Что у нас по палкам? Сейчас посмотрим, что там нам с вами подойдет. Так, заходим куда? Заходим в коллекцию и смотрим, что у нас здесь. Арбалет неплохой вариант, если кузница у вас стоит на заморозку, потому что там есть шанс на то, чтобы заморозить врагов. Также вот это тоже может быть неплохим вариантом, потому что будет помогать вам съедать, в общем, будет вот этих птиц. Если будет тяжело и урона более-менее достаточно, то огненные шарики вам могут в этом плане помочь. Этот вариант отпадает, этот вариант подойдет для урона. Если нечем отталкивать, можно пробовать ауру, потому что она отталкивает. Бумеранг, ну, кстати, тоже неплохой вариант, потому что у него есть оглушение в кузнице. Можно вот оглушение сделать. Так, зачет. Зачет. Тоже можно использовать. Ничего в этом такого нет. Потому что есть вот такой вариант. Ну, опять же, нужна прокачка. Нужна прокачка, и, как правило, мало у кого она есть. Это для урона. Это не используем. Это для урона. Это также для урона. Так, молот подойдет, будет отталкивать. Рогатка тоже подойдет, хороший вариант, она и замораживает, и броню снимает, и так далее. Бур хороший вариант. Фонарь. Фонарь. Ну вот, кстати, не скажу по фонарю. Скорость. Проникающий. Взорваться. Повреждения. Враги, которых касается свет фонаря, замедляются на 50%. Ну, если кузница прокачана, то можно. Так, это для урона. Это... Ну, можно попробовать. Не видел, чтобы кто-то прям активно это тестировал, но навряд ли. Так, здесь неплохой вариант, можно пробовать. Тоже, кстати, особенно в паре, вот карамельная трость в паре с молотом дает хороший контроль, потому что карамелька тоже отталкивает. Шарик, понятное дело, подойдет, копье не надо, свисток. Свисток, ну не скажу ничего про свисток, вообще ни разу его не использовал, потому что не прокачанный, пока не вижу смысла. Так, йо-йо. Йо-йо можно использовать, там оглушение есть. Неумолимо может оглушить врагов при попадании. Ну, можно пробовать. Так, ну и все, что ниже. Здесь я вам навряд ли что-то скажу, потому что оно относительно недавно в игре. И да я вам просто не скажу, потому что я это нигде не тестировал и не пробовал. Знаю вот эти палки только в теории, и пока не поиграю, не скажу. Но вот это, скорее всего, не подойдет, потому что нету здесь ничего такого, чтобы... Но опять же, можно использовать, если у вас 5-я кузница. Ну, суть такая, я думаю, что вы поняли. Нужно подобрать такой набор палок, чтобы он вам помогал контролировать всю эту толпу. Замораживать, замедлять, глушить. Вот это все нам с вами только в плюс, и все оно нам с вами подойдет. Так, ну, вот такие вот советы и рекомендации получилось дать по 202 уровню. Пробуйте, экспериментируйте. Разные варианты экипировки выбирайте. Пробуйте разных героев.
Не спешите сливать кристаллы на прохождение этого уровня. Попробуйте день, попробуйте второй, там 10-20 раз пробегите, ничего страшного, если у вас там статистика, вот это вот количество забегов неуспешных повысится, ничего страшного в этом нет. Никто толком на это не смотрит, ну не получилось и не получилось, зато вы монеты собрали, хоть чуть-чуть, там таланты прокачали, должно получиться, ну 1-2 раза воскреситься не зазорно. Если вы уже до третьей волны дошли, все, вам уже просто вот нужно там продержаться немножко. Вы сами видели, что в принципе все это вполне реально, все это вполне возможно. Все, не буду вас долго мучить, пробуйте разные варианты, у вас все обязательно получится. Бегите и бегите, все, и убегайте. Все, всем пока, всем пока-пока.